Планета, которую мы знаем, теряет свой ледяной панцирь прямо сейчас. Ледники, снежные шапки гор и вечная мерзлота, что держались на Земле тысячи и даже десятки тысяч лет, на наших глазах превращаются в воду. Все меняется с пугающей скоростью. И это не прогнозы на какое-то эфемерное, далекое будущее. Это реальность, которую застанем мы и наши потомки. Гигантские ледяные массивы, равные по площади целым странам, рискуют почти полностью растаять в ближайшие десятилетия, а вместе с ними исчезнут реки, что поят города и поля, и рухнет привычная жизнь целых народов. Давайте посмотрим, сколько лет осталось великим ледникам нашей планеты, и как люди пытаются спасти свои дома, поля и уникальную природу. Ледяные замки и вечная мерзлота. Ледник Якобсхавн, Гренландия. Этот колоссальный ледяной поток на западном побережье Гренландии удерживает звание самого быстрого ледника на нашей планете. Гигантская река изо льда движется в сторону океана со скоростью около 40 метров в сутки. Ледник постоянно сбрасывает в воду огромные ледяные глыбы. Историки утверждают, что именно здесь образовался тот самый огромный айсберг, который погубил знаменитый пассажирский лайнер «Титаник» в начале 20 века. Сейчас процессы таяния здесь идут с невероятной скоростью. Из-за общего потепления внутри ледяного щита образуются гигантские колодцы и глубокие каньоны, по которым текут бурные потоки талой воды. Эта вода проникает до самого скального основания ледника, работает как смазка и заставляет ледяную массу скользить в океан еще быстрее. Каждый год Якобсхавн отдает воде столько льда, что этого объема хватило бы для обеспечения пресной водой всех крупных городов Центральной Европы. Ученые считают, что этот ледник полностью изменит береговую линию острова в ближайшие 40 лет. Снега Килиманджаро, Танзания. Самая высокая гора африканского континента знаменита своей ослепительно-белой ледяной шапкой. Эти ледники уникальны, ведь они расположены практически на самом экваторе. Вековые льды покрывают вершину вулкана уже более 11 тысяч лет. Однако за последний век площадь этого ледяного покрова сократилась почти на 90%. Исчезновение льда на вершине связано с серьезным падением влажности воздуха в регионе. Люди активно вырубают густые тропические леса у подножия горы под сельскохозяйственные угодья. Из-за этого уменьшается испарение влаги, облака над вершиной образуются реже, и ледник теряет защиту от прямых солнечных лучей. Лед на вершине Килиманджаро испаряется, минуя стадию таяния. Местные фермеры уже сейчас испытывают огромные трудности, так как горные ручьи, поившие кофейные плантации, постепенно пересыхают. По прогнозам экологов, знаменитая белая шапка горы полностью исчезнет к 30-м годам этого века. Национальный парк Глейшер, Соединенные Штаты. Этот природный заповедник в скалистых горах привлекает миллионы путешественников своими высокогорными пейзажами. Своим названием парк обязан огромным ледникам, которые веками формировали местный рельеф. В середине 19 века на территории заповедника насчитывалось ровно 150 крупных ледников. Сегодня их осталось всего 25. Стремительное исчезновение льда полностью меняет всю местную экосистему. Горные реки, которые раньше питались талой водой в течение всего жаркого лета, теперь сильно мелеют уже к середине июля. Вода в ручьях нагревается, что приводит к гибели редких видов форели, способных жить только в прохладной среде.
Высыхание альпийских лугов лишает кормовой базы медведей-гризли и диких горных козлов, которые вынуждены спускаться ближе к человеческим поселениям в поисках еды. Геологи утверждают, что оставшиеся ледники парка полностью растают в ближайшие 30 лет. Ледник Пастарури, Перу. Этот огромный ледяной массив расположен в Андах, на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Еще 30 лет назад это место считалось главным центром горнолыжного спорта в Южной Америке. Сюда круглый год приезжали тысячи спортсменов и туристов со всего мира. Сегодня большая часть горнолыжных трасс превратилась в голые черные скалы. Ледник Пастарури потерял больше половины своей массы за рекордно короткий срок. Процесс пошел так быстро, что власти Перу официально запретили туристам подниматься на лед, так как возникла серьезная угроза образования глубоких трещин и внезапных обвалов. Таяние этого ледника создало огромную проблему для жителей горных долин. Лед был естественным регулятором водоснабжения, отдавая влагу в сухой сезон. Теперь реки наполняются водой только во время дождей, а в остальное время фермеры остаются без капли воды для полива полей. Ледник полностью растает через 25 лет. Архипелаг Шпицберген, Норвегия. Эта суровая полярная территория находится в зоне вечной мерзлоты. Арктические регионы нашей планеты нагреваются в несколько раз быстрее остальных территорий Земли. Из-за этого глубинное промерзание почвы, которое держалось веками, начинает отступать. Грунт под ногами людей размягчается и превращается в жидкую грязь. В самом северном городе планеты, Лонгере, из-за оттаивания почвы начали разрушаться фундаменты жилых домов. Бетонные сваи, вбитые в мерзлоту, теряют опору, здания пошли глубокими трещинами, и властям приходится экстренно расселять целые кварталы. Летние талые воды начали подтапливать знаменитое Всемирное семенохранилище, построенное глубоко в скале для сбережения семян всех растений планеты на случай глобальной катастрофы. Норвежским инженерам пришлось потратить миллионы евро, чтобы прорубить новые дренажные туннели и установить дополнительные холодильные установки для искусственной заморозки горы. Процесс разрушения мерзлоты здесь планируют стабилизировать в течение 30 лет. Ледники Альп, Швейцария и Франция. Знаменитые горнолыжные курорты Европы стремительно теряют свои вековые льды. Горные вершины, которые круглый год привлекали альпинистов ослепительным снежным покровом, постепенно обнажают серые гранитные скалы. За последние годы альпийские ледники потеряли огромную часть своей массы. На многих популярных трассах зимой теперь приходится использовать сотни пушек для намывания искусственного снега. Местные жители пытаются бороться за сохранение природы необычными методами. В Швейцарии волонтеры и спасатели каждое лето укрывают ледник Ронский огромными белыми полотнами из специального геотекстиля. Эти своеобразные одеяла отражают солнечные лучи и защищают лед от таяния в самые жаркие месяцы. Площадь таких защитных ковров сопоставима с размерами нескольких крупных футбольных стадионов. Эта технология помогает замедлить разрушение льда, но требует огромных физических усилий и постоянных финансовых затрат. Таяние высокогорного льда создает серьезную опасность для альпийских деревень. Многолетняя мерзлота внутри гор была как прочный естественный цемент, который скреплял между собой огромные валуны и каменные плиты. Сейчас этот лед превращается в воду. Скалы теряют внутреннюю опору, что приводит к частым каменным обвалам и сходу гигантских оползней прямо на туристические тропы и автомобильные дороги. Инженеры устанавливают на склонах специальные датчики, чтобы вовремя фиксировать движение горных пород. Ученые считают, что большинство альпийских ледников полностью растает через 45 лет.
Пещера Айсризенвельд, Австрия. В австрийских Альпах находится крупнейшая ледяная пещера Европы, которая привлекает исследователей своими масштабами. Лабиринты этой подземной системы растянулись на 40 с лишним километров внутри огромного известнякового массива. Внутренние залы пещеры украшают грандиозные застывшие водопады, гигантские ледяные колонны и причудливые наплывы, которые формировались здесь веками за счет замерзания капающей сверху воды. Сейчас эта хрупкая подземная экосистема находится под угрозой из-за климатических изменений на поверхности. Температура воздуха в австрийских горах летом поднимается до рекордных отметок. Горячие потоки ветра проникают через естественные скальные трещины глубоко под землю и нарушают устоявшийся веками микроклимат пещеры. Ледяные фигуры начинают терять свои четкие очертания, покрываются каплями воды и постепенно уменьшаются в размерах. Спелеологи делают все возможное для спасения уникального природного памятника. На главном входе в пещеру инженеры установили массивные шлюзовые двери со специальными уплотнителями. Эти конструкции открывают только на короткое время, чтобы пропускать небольшие группы исследователей, и полностью блокируют доступ теплого наружного воздуха в остальное время. Внутри лабиринтов работает сложная система температурных датчиков, фиксируя малейшие колебания среды. Специалисты прогнозируют, что без жесткого контроля уникальные ледяные дворцы потеряют свой первозданный вид через 35 лет. Ледник Франца Иосифа, Новая Зеландия. Этот ледник на южном острове Новой Зеландии уникален своим географическим положением. Огромный ледяной язык спускается со склонов Южных Альп на высоту всего 300 метров над уровнем моря. Лед окружен густыми вечнозелеными дождевыми лесами, где растут гигантские древовидные папоротники. Такое соседство льда и тропической растительности привлекает путешественников со всего земного шара. За последние 30 лет ледник сильно сократился в размерах и отступил вверх по горному склону на несколько сотен метров. Процесс пошел так быстро, что долина, где раньше лежал толстый слой многовекового льда, теперь превратилась в пустое каменистое русло с бурным ручьем на дне. Ледник Франца Иосифа очень чутко реагирует на малейшие изменения влажности воздуха и количества осадков в регионе. Власти Новой Зеландии ввели строгие ограничения для безопасности туристов. Пешие прогулки по нижней части ледяного языка полностью запретили, так как из-за быстрого таяния там постоянно происходят обвалы крупных ледяных глыб. Теперь рассмотреть ледник вблизи можно только во время вертолетных экскурсий, которые стоят немалых денег. Инженеры постоянно следят за стабильностью ледового покрова с помощью спутниковых снимков. По расчетам гляциологов, этот уникальный ледник может полностью уйти в высокогорную зону через 30 лет. Остров Диско, Гренландия. Этот крупный остров находится у западного побережья Гренландии и выделяется своим суровым рельефом. Территорию острова покрывают массивные базальтовые скалы красного оттенка и гигантские ледяные купола, которые плавно спускаются к глубоким морским фьордам. Местные жители веками жили за счет традиционных промыслов и передвигались по замерзшим проливам на собачьих упряжках. Потепление в этой части Арктики полностью меняет привычный уклад жизни. Ледяной покров острова Диско становится тоньше с каждым летним сезоном. Огромные массы льда тают, обнажая участки земли, которые скрывались под мерзлотой тысячи лет. Береговая линия острова меняет свои очертания. Там, где раньше пролегали надежные зимние дороги из толстого льда, теперь круглый год плещется открытая морская вода, что сильно затрудняет сообщение между небольшими рыбацкими поселками.
Местные охотники вынуждены отказываться от использования ездовых собак, так как лед на прибрежных фьордах стал слишком тонким и хрупким. Собачьи упряжки заменяют на моторные лодки и легкие вездеходы, способные передвигаться по каменистой тундре. Таяние ледяных куполов открывает для геологов новые возможности для изучения древних базальтовых пород, но лишает остров его первозданной арктической изоляции. Ученые считают, что ледяной щит острова потеряет большую часть своей площади через 40 лет. Ледники Патагонии, Аргентина и Чили. Южное патагонское ледниковое плато представляет собой колоссальный массив льда на юге Южной Америки. По своим объемам эта ледяная территория уступает только Гренландии и Антарктиде. Огромные ледяные поля раскинулись среди бескрайних андских хребтов, питая своими талыми водами десятки крупных рек и озер региона. Большинство ледников Патагонии сейчас переживает период стремительного отступления. Ледяные стены, которые спускаются в горные озера, постоянно трещат и откалываются, образуя сотни мелких айсбергов. Из-за ускоренного таяния ледяных полей уровень воды в приледниковых озерах поднимается до критических отметок. Вода затапливает прилегающие долины и размывает песчаные берега. Возникает серьезная опасность прорыва естественных дамб, которые состоят из моренной гальки и обломков скал. Если такая плотина не выдержит давления, миллионы литров воды сойдут в обитаемые долины, разрушая мосты и фермерские хозяйства. Специалисты из Аргентины и Чили создали совместную службу мониторинга, которая круглосуточно следит за состоянием ледниковых озер с помощью автоматических метеостанций. Эксперты прогнозируют, что Патагонское плато потеряет треть своих ледовых запасов в ближайшие 50 лет. Тундра Ямала. Северные просторы материка стремительно меняют свой облик. Вечная мерзлота, которая сковывала здешнюю почву на глубину сотен метров в течение тысяч лет, начала отступать под воздействием тепла. Верхние слои земли летом превращаются в топкое болото, а под ними происходят скрытые и очень опасные процессы. Ученые фиксируют в тундре появление гигантских круглых кратеров, которые выглядят глубокими провалами с идеально ровными краями. Глубина таких ям сопоставима с высотой многоэтажного дома. Исследователи выяснили причину их образования. Газ метан, который веками находился в замороженном состоянии глубоко под землей, при оттаивании льда расширяется. Внутри почвы растет колоссальное давление, слои земли раздуваются в огромные холмы, а затем происходит мощный подземный взрыв. Газовый пузырь прорывает оболочку, выбрасывая тонны грунта и куски льда на сотни метров вокруг. Такие разрушения почвы создают проблемы для местных коренных жителей, которые занимаются оленеводством. Тысячи домашних оленей каждую зиму и лето перемещаются по тундре в поисках корма. Взрывы газа и внезапные провалы грунта уничтожают лучшие пастбища, покрытые ягелем, и разрушают привычные тропы кочевников. Оленеводы вынуждены постоянно менять маршруты, обходя опасные участки стороной. По расчетам геологов, мерзлота в этом регионе потеряет стабильность в ближайшие 30 лет. Море Лаптевых. Этот участок Северного Ледовитого океана считается одним из главных питомников арктического льда. Раньше прочный ледяной покров держался здесь почти круглый год, вскрываясь лишь на короткие летние месяцы. Однако за последние десятилетия температура воздуха и воды в этой части планеты поднялась до рекордно высоких отметок. Период, когда море свободно от льда, увеличился почти на 2 месяца. Теперь лед начинает таять гораздо раньше, а замерзает акватория с большим опозданием.
Отсутствие прочного ледяного панциря у берегов привело к возникновению сильных штормов. Океанские волны без всякого сопротивления бьют по прибрежным скалам и песчаным обрывам, которые состоят из смеси грунта и ископаемого льда. Вода быстро вымывает ледяную основу, и огромные куски берега обрушиваются в море. Береговая линия в некоторых местах отступает на десятки метров за один летний сезон. Такие изменения климата ломают привычные пищевые цепочки полярных животных. Моржи и тюлени теряют надежные ледяные платформы, которые они использовали для отдыха и выведения потомства. Животные вынуждены тесниться на каменистых прибрежных лежбищах, где им сложнее прятаться от хищников и искать пищу. Ученые прогнозируют, что море начнет полностью освобождаться от летнего льда через 25 лет. Горный массив Рувензори, Уганда. На границе Уганды и Конго, в самом сердце жаркой Африки, возвышаются заснеженные пики горного массива Рувензори. Античные географы называли эти вершины лунными горами и считали их главным истоком великой реки Нил. На высоте более 4000 метров среди густых экваториальных лесов раскинулись настоящие ледники, которые вызывают удивление у многих путешественников. Эти африканские льды исчезают с катастрофической скоростью. За последние полвека площадь ледников Рувензори сократилась более чем наполовину. Причиной называют общее потепление климата и изменение характера ветров, которые приносят все меньше влаги со стороны Атлантического океана. Ледяные шапки просто тают под лучами тропического солнца, не успевая восстанавливаться за счет зимних снегопадов. Исчезновение ледников напрямую влияет на жизнь миллионов людей в долинах. Талые воды Рувензори питают крупные озера и реки Уганды, которые обеспечивают работу местных гидроэлектростанций и поят сельскохозяйственные плантации. Меление горных ручьев приводит к нехватке питьевой воды в поселках и угрожает уникальным видам растений, которые растут только на этих склонах. По прогнозам экологов, экваториальные ледники Африки полностью исчезнут через 20 лет. Ледник Фетченко, Таджикистан. Этот гигантский ледяной массив расположен среди хребтов Памира, на высоте более 4000 метров. Горная ледяная река имеет протяженность в 77 километров, что делает этот ледник самым длинным за пределами полярных регионов Земли. Толщина льда в некоторых местах превышает высоту крупного телецентра, а общие запасы замороженной воды сопоставимы с объемом нескольких крупных европейских озер. За последние годы этот памирский великан начал стремительно терять свои объемы. Ледник отступает вверх по долине, уменьшаясь в длину на десятки метров каждый год. Площадь ледникового покрова сократилась, а толщина льда заметно уменьшилась. Основной причиной глициологи называют повышение средних летних температур в горах Центральной Азии. Ледник Фетченко служит главным резервуаром пресной воды для огромного засушливого региона. Его талые воды питают реку Муксу, которая затем впадает в Амударью. Вода из этой речной системы обеспечивает работу оросительных каналов на хлопковых и фруктовых полях нескольких государств. Быстрое таяние ледника сначала вызовет сильные паводки, а затем приведет к критической нехватке воды для сельского хозяйства. Власти строят новые высокогорные автоматические станции для постоянного слежения за ледовой массой. Ледник потеряет значительную часть своих запасов через 45 лет.
остров Врангеля. Этот изолированный клочок земли на границе Восточно-Сибирского и Чукотского морей считается главным арктическим родильным домом для белых медведей. Каждую осень сюда приходят сотни беременных медведиц, чтобы устроить берлоги в снежных наносах на склонах невысоких гор. Остров окружает суровая полярная природа, которая сейчас переживает период резких изменений. Главная угроза для обитателей острова заключается в быстром сокращении площади прибрежного морского льда. Раньше прочные ледяные поля окружали сушу круглый год, позволяя хищникам уходить далеко в океан для охоты на тюленей и нерп. Теперь в летние месяцы лед отступает далеко на север, уходя в глубоководные районы, где медведи не могут успешно добывать пищу. Животные оказываются запертыми на каменистом берегу острова на долгие месяцы. Без возможности охотиться на льду, хищники вынуждены переходить на непривычный подножный корм, поедая сухую тундровую траву, выброшенную на берег рыбу и птичьи яйца. Это ведет к истощению медведей и снижает выживаемость их потомства. Ученые создали постоянные научные базы на острове для контроля ситуации. Изменение ледовой обстановки может полностью нарушить привычную жизнь заповедника через 30 лет. Гора Хуаскаран, Перу. Эта вершина считается самой высокой точкой перуанских Анд. Ее заснеженные пики поднимаются на высоту более 6000 метров над уровнем моря. Вековые ледники покрывают крутые склоны горы, создавая красивый, но крайне опасный рельеф. Сейчас эти высокогорные льды переживают сильные внутренние трансформации. Температура воздуха на больших высотах летом все чаще поднимается выше нулевой отметки. Из-за этого нижние слои ледников, которые соприкасаются с твердой скальной породой, начинают активно подтаивать. Мощные потоки на огромной скорости устремляются в обитаемую долину Кальехон-де-Уайлас, где расположены десятки небольших фермерских поселений. Для защиты людей перуанские инженеры установили на склонах горы Хуаскаран сеть автоматических датчиков движения и лазерных дальномеров. Эти приборы круглосуточно следят за состоянием ледовых полей и могут зафиксировать начало движения массы за несколько минут до ее схода. Это дает жителям внизу шанс быстро покинуть опасную зону. Специалисты считают, что ледниковая система горы полностью перестроится в ближайшие 35 лет. Нук, Гренландия. Главный город Гренландии называют самой маленькой столицей в мире. Нук расположился на живописном скалистом побережье в окружении глубоких фьордов, прямо у кромки гигантского ледяного щита. Жизнь этого северного поселения веками зависела от стабильности арктического климата и прочности промерзшего грунта. Сейчас город переживает период серьезных коммунальных и инфраструктурных трудностей. Многолетняя мерзлота, которая служила прочной основой для всех городских построек, начинает быстро отступать. Почва под фундаментами домов теряет свою жесткость, размягчается и начинает неравномерно проседать. Из-за этого покрытия автомобильных дорог покрываются глубокими волнами и трещинами, а подземные трубы водопровода и канализации лопаются под давлением смещающейся земли. Рабочие портовых причалов вынуждены постоянно укреплять бетонные основания пирсов, которые наклоняются в сторону моря из-за разжижения прибрежного грунта. Такие климатические сдвиги полностью ломают привычный жизненный уклад местных гренландцев. Охотники и рыбаки больше не могут заниматься традиционным зимним подледным ловом рыбы, так как прибрежная акватория больше не замерзает до нужной толщины.
Вместо этого жители активно развивают малое прибрежное судоходство, ведь фьорды теперь свободны ото льда почти круглый год. Власти Нука тратят значительную часть бюджета на разработку новых строительных технологий, способных выдержать капризы оттаивающей земли. Процесс изменения городской инфраструктуры завершится в ближайшие 30 лет. Ледники Исландии. Ватнаjökull, огромный ледяной купол, считается самым крупным ледником на острове Исландия. По своей площади этот колоссальный массив замороженной воды примерно равен 3 европейским государствам, размером с Люксембург. Толщина ледяного покрова в центральной части достигает нескольких сотен метров. Главная особенность этого места заключается в крайне опасном соседстве векового льда и бурной подземной активности. Глубоко под толщей ледника Ватнаjökull располагаются несколько действующих вулканов, включая непредсказуемый вулкан Гримсвötn. Из-за общего потепления атмосферы ледник быстро теряет массу сверху, а подземное тепло подогревает его снизу. Горячие газы и термальные источники растапливают нижние слои льда, в результате чего внутри ледяного массива образуются огромные скрытые озера из талой воды. Огромное давление этих подземных водоемов постепенно истончает ледяную корку, которая служит им естественной плотиной. Внезапный прорыв такой ледяной преграды приводит к мощным паводкам, которые исландцы называют словом «jökullaup». Колоссальные потоки грязной воды, смешанной с обломками льда и вулканическим пеплом, устремляются к южному побережью острова. Эти наводнения за несколько часов смывают мосты, разрушают участки кольцевой автомобильной дороги и затапливают пастбища фермеров. Исландские ученые используют специальную радарную технику для сканирования ледника с самолетов, чтобы вовремя замечать рост скрытых озер. Ледник потеряет стабильность через 40 лет. Долина Уллингфордских ледников, Канада. Этот труднодоступный горный регион находится на далеком севере Канады, среди суровых хребтов территории Юкон. Сюда можно добраться только на специальных вертолетах или легких вездеходах. Долина знаменита своими древними ледяными языками, которые сползали между скал в течение сотен веков. Сейчас эти северные ледники уменьшаются в размерах с рекордной скоростью. В процессе этого таяния происходит удивительное явление. Из-под многовековой толщи льда на свет появляются крупные обрубки и целые стволы древних деревьев, которые отлично сохранились в условиях вечной заморозки. Исследования показывают, что эти деревья росли в долине тысячи лет назад, когда климат в этих широтах был гораздо теплее. Ледник просто накрыл этот лес во время очередного похолодания, а теперь отдает его обратно. Таяние льдов приводит к быстрому наполнению местных горных озер, которые меняют русло северных рек. Вся экосистема региона перестраивается под новые температурные условия. По прогнозам канадских ученых, большинство ледяных языков в этой долине полностью растает в ближайшие 30 лет. Антарктический полуостров. Эта узкая полоса суши, которая вытягивается в сторону Южной Америки, считается самой теплой и быстро меняющейся зоной Южного ледового континента. Здесь температура воздуха растет в несколько раз быстрее, чем на всей остальной планете. Ледяной панцирь, который казался незыблемым веками, сейчас разрушается на глазах у исследователей с полярных станций. Главные изменения происходят с шельфовыми ледниками, которые представляют собой продолжение ледяного щита. В огромном ледяном массиве под названием Ларсен полярные спутники зафиксировали появление гигантских трещин, длина которых измеряется десятками километров. Морская вода, которая стала теплее на пару градусов, подмывает нижнюю часть этих ледяных платформ,
лишая их устойчивости. Это приводит к регулярному отколу колоссальных плоских айсбергов. Площадь некоторых таких ледяных великанов превышает размеры крупного средиземноморского острова Мальорка. Эти огромные горы льда опускаются в свободное плавание по Южскому океану, создавая серьезную угрозу для научно-исследовательских судов и крупных туристических лайнеров. Антарктический полуостров полностью поменяет свой облик в ближайшие 50 лет. Наша планета меняется на глазах. Ледники и снежные вершины, что казались вечными, могут почти полностью растаять в ближайшие десятилетия. Мы показали вам лишь малую часть тех уголков Земли, где древние льды отступают, а человек ведет отчаянную борьбу за свои дома и привычный уклад жизни. Теперь вы знаете, что ледяной мир вокруг нас хрупок и требует бережного отношения. Успейте увидеть эту застывшую красоту своими глазами, пока ледники не ушли в историю навсегда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какой ледник удивил вас больше всего. До встречи в новых путешествиях!